Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу рассказать о нашем путешествии в Никарагуа. Ездили мы туда после первых 3 месяцев проживания в Коста-Рике, чтобы продлить туристическую визу. В то время мы еще не знали, что для этого достаточно приехать на границу всего лишь на 20 минут, как я рассказывала в одном из своих предыдущих видео. Мы вычитали где-то в интернете, что нужно обязательно выехать в другую страну не менее чем на 3 дня, и собрались в путь. Решили ехать на автобусе от компании Никабас или Тикабас за $25-30 из Сан-Хосе до Манагуа. Заодно хотели купить там украшения на продажу. Но наша соседка-никарагуанка как раз только что вернулась из такой же поездки. Она жила в Коста-Рике уже 16 лет, каждые 3 месяца ездила на родину, и мы расспросили ее, как это все делается. В ответ женщина увлеченно начала рассказывать про то, как красиво и дешево в ее бедной стране. Рекомендовала обязательно есть побольше мяса, которое там очень вкусное и недорогое. Рассказала, как лучше и дешевле доехать до границы, и насоветовала разные живописные курорты – Леон, Гранада и особенно Сан-Хуан-дель-Сюр. Но мы все-таки отложили отдых на потом и поехали в никарагуанскую столицу. Автобус до пограничного пункта Пеньяс-Бланкас, о котором нам рассказала никарагуанка, отправлялся в 3 часа ночи с терминала Гран-Карибиан. Мы доехали до него на такси, купили билет за $8 и двинулись в путь. Автобус был мягким и комфортным, поэтому в дороге мы, как обычно, спали, а уже примерно через 5 часов прибыли на место. На костариканской границе мы без проблем прошли процедуру выезда из Коста-Рики, заплатив $8,5 с человека, и получили соответствующий штамп в паспорт. Потом пешком дошли до никарагуанского пограничного пункта. За $12 с человека нам поставили штамп по въезде, мы через проходную вышли на улицу и очутились совсем в другой стране. Нас тут же обступили никарагуанцы. Одни предлагали поменять деньги на местную валюту Кордобы. Другие объясняли, на каком автобусе куда надо ехать. Третьи продавали мясо, которое жарили тут же на чугунных грилях. Но больше всего нас впечатлили автобусы. Такие я видела раньше только в кино. Желтые, с открытыми окнами, битком набитые людьми. Мы поняли, что именно на этом транспорте нам предстоит добираться до Манагуа, и немного опешили. Но местные активисты не дали времени на раздумья. Они усадили нас в автобус, где-то на отдельном сидении пристроили наш чемодан в общей куче с другими вещами и собрали с нас по $3. Короче говоря, не успели мы опомниться, как автобус тронулся в сторону столицы. Добирались мы примерно 3 часа. Несмотря на открытые окна, было жарко и очень душно. 2 раза автобус останавливали военные с автоматами для проверки багажа и документов у всех пассажиров. Хорошо, хоть дороги в Никарагуа оказались просто отличные, и мы ехали с ветерком. А за окном, по мере приближения к столице, начали появляться жилые районы с мало похожими на дома постройками из кусков железа и свалками мусора повсюду. От всего этого было немного не по себе. Но когда автобус довез нас до центра Манагуа, мы с удивлением обнаружили на главной площади банки, магазины и огромный торговый центр, вполне себе современное здание. По дорогам ездили автобусы с нарисованными на них российскими флагами и надписями «Раша». Люди казались приветливыми. Мы почувствовали себя в безопасности и минут за 15 пешком дошли до отеля, который забронировали заранее на букинге на 3 ночи по $20 за ночь. Отель Каса Лис снаружи выглядел супер безопасным, весь в решетках, в железе, с колючей проволокой по периметру, а внутри он оказался очень уютным, яркий, просторный, с огромными террасами, на которых были подвешены гамаки.
Номер нам достался небольшой, но очень удобный, с собственной ванной комнатой и потолочным вентилятором, который отлично спасал от жары. В отеле жили гости из разных стран – Германии, Франции, Китая. По утрам хозяйка вместе с двумя своими дочерьми готовила всем жильцам вкусные и каждый день разные завтраки. С удовольствием отвечала на все наши вопросы и помогала советами. Например, подсказала адрес небольшого кафе неподалеку, в котором мы каждый день ужинали, потому что там готовили невероятно вкусное мясо и курицу на углях. Подавали их с салатом, рисом, картошкой и жареным платаном. И стоило это в несколько раз дешевле, чем в Коста-Рике, плюс бесплатный напиток. Кстати, во время заселения в отель мы познакомились с компанией путешественников из Украины. Это были первые русскоязычные, которые встретились нам за 3 месяца жизни за границей. Правда, они как раз уже выселялись, но мы успели немного поговорить. Новые знакомые настоятельно рекомендовали посетить вулкан Масая, потому что это потрясающее зрелище. Но мы приехали за украшениями, поэтому на следующий день вместо вулкана пошли по магазинам. На центральной торговой площади метроцентра в банке Банпро Никарагуа поменяли доллары на местные кордобы по наиболее выгодному курсу и решили посетить сначала торговый центр. Но с удивлением обнаружили, что цены там чуть ли не выше, чем в Коста-Рике. В бутиках продавались брендовые товары, в кафе блюда от шеф-повара, и даже мороженое от Макдональдс стоило $5 за небольшой рожок. Мы поняли, что комплекс этот рассчитан на туристов, полюбовались великолепной елкой, которая уже была установлена к Рождеству. Купили все-таки мороженое и отправились искать другие магазины на главных проспектах города. Однако они тоже оказались недешевыми. Гуляли там только американцы. И мы так ничего и не нашли для себя, кроме пары симпатичных летних кофточек, которые купили просто на память о стране. А вот цены на продукты в местном Пали нас очень порадовали. Эта сеть магазинов была уже знакома нам по Коста-Рике, но в Никарагуа ассортимент товаров оказался гораздо больше, особенно молочной и мясной продукции, а цены намного дешевле. Мы купили там необычный ананас с красной мякотью и разные местные фрукты. Во время прогулок по Манагуа мы заметили, что ориентироваться по Google картам там не очень удобно, потому что многие магазины и организации на них не отмечены, в том числе и полюбившееся нам кафе. Улицы в никарагуанской столице просторные, но пустынные. Пешеходов мало, видимо из-за жары. На некоторых перекрестках вместо полицейских стояли военные с автоматами наперевес, а вдоль шоссе красивые большие фигуры деревьев, которые в темноте светились разными цветами. Больше всего, конечно, нас поразила своеобразная и очень контрастная архитектура города. Стоило свернуть с центрального проспекта, Авениды Колон, на котором располагались дорогие и шикарные магазины, и мы очутились в нищем районе, где уличные торговцы продавали с обшарпанных тележек порезанные фрукты и самодельные браслетики. Повсюду валялся мусор, поэтому постоянно пахло помойкой. Вполне приличные дома в жилых районах чередовались с лачугами из профнастила, шифера или вообще ржавых металлических листов. При этом в них была проведена вода и электричество, судя по тому, что рядом обязательно торчал какой-нибудь допотопный кран и стояли наряженные светящиеся елки. А однажды на одной из центральных улиц мы вообще увидели дом-шатер без окон, без дверей. Внутри него с потолка свешивалась тусклая лампочка. Прямо на земляном полу был разведен костер, над которым была подвешена огромная кастрюля, а старая женщина что-то в ней перемешивала, как колдунья из сказки.
Все это выглядело необычно и жутковато, но интересно. На следующий день мы решили найти и посетить местный рынок, который находился примерно в 20 минутах ходьбы от нашего отеля. Меркадо Ориенталь был по-настоящему огромный. Торговые ряды казались бесконечными. Они состояли из самых разных магазинов, ларьков и кафешек. Мы попали на рождественскую распродажу, поэтому народ ходил там толпами. Все покупали украшения и подарки к празднику. А цены просто в разы дешевле, чем в магазинах. И мы наконец смогли найти и очень выгодно, с огромной скидкой за опт, купить бижутерию и ювелирные украшения для продажи в Сан-Хосе. Неподалеку от рынка находилось озеро Салатан или озеро Манагуа. И мы решили прогуляться до него, полюбоваться местными достопримечательностями. Ближайший подход к озеру был расположен между обычными жилыми домами на одной из улиц. Но когда мы просто только пошли в его сторону, почувствовали запах мусорки. Издалека было видно на берегу горы всякого хлама. Жара превратила эту свалку в источник ужасного запаха. В общем, пришлось развернуться, построить новый маршрут до центрального входа на набережную и идти дальше. Вскоре мы дошли до широкого проспекта, который вел к озеру. Правда, он был какой-то недостроенный. Вдоль огромных уложенных бетонных плит велись строительные работы по отделке. Мы подумали, что это набережная, и направились к берегу. Но по пути встретили местных мальчишек, которые, перебивая друг друга, кричали, что туда ходить нельзя, потому что нас побьют и ограбят. Короче говоря, мы решили, что раз такое дело, не судьба нам увидеть знаменитое озеро, и вернулись в отель. Только там стало понятно, что до центрального входа мы так и не дошли. В общем, Манагуа оставил после себя впечатление грязного и небезопасного города. Но местные жители, которые нам встречались, были очень доброжелательны, хоть и менее улыбчивые, чем костариканцы. На следующий день пришло время возвращаться. Мы нашли на карте ближайший к отелю терминал. На местном колоритном и совсем некомфортабельном автобусе доехали до пограничного пункта Пеньяс-Бланкас, заплатили за выезд из Никарагуа по $2 с человека и двинулись в Коста-Рику, даже не подозревая, какие трудности нас ждут впереди. Все началось с того, что нас вообще не хотели пускать обратно. Для въезда в страну нужно было предъявить обратный билет или билет в любую другую страну, а у нас был только скриншот бронебилетов. Девушку на пограничном пункте это не устроило, а мы долго не могли зайти на нужный сайт из-за плохого интернета, чтобы показать, что бронь настоящая. Наконец, нам это все-таки удалось. Штампы в паспорта еще на 90 дней были поставлены, таможенники проверили наш багаж, и мы вышли на улицу. За то время, пока нас держали на пограничном пункте, начался дождь. Мы поспешили к киоску, чтобы купить билет на автобус до Сан-Хосе, но нам сказали, что его не будет. Сначала мы подумали, опоздали, но скоро придет следующий. Потом прислушались, что говорят другие люди, которые ждали автобуса вместе с нами, и поняли, все автобусы на сегодня почему-то отменили. Почему именно, мы понять не могли. По той простой причине, что не знали еще тогда, как будет по-испански слово «ураган». Всю ночь мы провели на границе. Сначала все сидели на лавочках под небольшим навесом. К вечеру дождь и ветер усилился, навес уже не спасал. Люди потихоньку перебрались под крышу здания пограничного пункта. Лавочек там не было, и все сели прямо на пол. Кто на сумки, кто на какие-то свои вещи. Хорошо, что несмотря на дождь, все равно было очень тепло. Ближе к ночи пограничники вынесли для нас кучу коробок. Мы их расстелили и пытались хоть как-то немного поспать. За ночь мы все перезнакомились. Большинство людей просто возвращались из поездки в Никарагуа, как и мы. Но были и такие, кто стремился попасть в другую сторону. Например, двое мужчин и женщина из Аргентины направлялись в Никарагуа, чтобы потом ехать дальше аж до самой Америки. Но в Никарагуа их уже 3 раза не пустили, и они ждали, когда будет дежурить какой-то добрый дядя.
Еще мы встретили одного мужчину родом из Непала, который шел в Америку пешком уже больше месяца, чтобы попросить там политическое убежище. Несколько раз мимо проезжали таксисты. Они просили $100 с человека за поездку до столицы и приговаривали, что автобусов не будет еще 3 дня. За такую цену никто ехать не соглашался, все продолжали ждать какого-то чуда. Чудо произошло только на следующий день часа в 2. Откуда ни возьмись, приехал автобус Тика-Бас из Манагуа. Там было несколько свободных мест, и водитель согласился довести нас до Сан-Хосе за $20 с человека. Мы, наконец, благополучно вернулись домой. И уже там, в интернете, прочитали, что все маршруты общественного транспорта были отменены в связи с ураганом Отто, который как раз в эти дни бушевал в прибрежных районах Никарагуа и Коста-Рики. Через пару дней мы рассказали нашему другу из Польши о своих приключениях на границе. А он в ответ поделился с нами гораздо более легким способом продления туристической визы через Никарагуа в городе Лос-Чилис, которым мы и пользовались все оставшееся время, пока жили в Коста-Рике. Поэтому никарагуанские курорты мы так и не посетили. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!